Доброго времени суток. Хочу записать версия 2, как установить Cloud Code плагин в PyCharm 2026. Короткая предыстория. Изначально, когда я устанавливал плагин Cloud Code, это было долго и больно, потому что мне необходимо было установить это тестовый плагин внутри Cloud Code, потом смотреть, как он работает, настраивается. И когда я уже начал записывать вам видео, вот это вот первое, это давно было, 4 месяца назад, то я с удивлением увидел, что я могу просто установить Cloud Code в терминал, и он будет работать уже непосредственно в самом Cloud Code. Давайте начнем с конца. Вот что будет, когда вы уже установите просто Cloud Code в ваш Windows. Вы открываете проект и сразу пишите клауды, и вот сразу он запускается. То есть это вот терминал внутри PyCharm. Как вызывать этот терминал? Вот вы, допустим, в PyCharm нажимаете сюда, терминал Alt F12, и вот здесь вот просто пишите клауды, и все. А как установить непосредственно Cloud Code на Windows? Я вначале записал длинную инструкцию, но потом я это все ужал до маленькой инструкции, которая занимает буквально минуту 23 секунды. Давайте быстро глянем. То есть если мы говорим о том, как установить Cloud Code плагин в PyCharm, то ответ такой, что долго, неприкольно, неэффективно, не рекомендую. То есть, если вы хотите работать внутри PyCharm с Cloud Code, то вот что необходимо делать. Заходите на... Я в описании положу, как установить Cloud Code на Windows 11, пошаговая инструкция 2026. И давайте ее быстренько глянем, чтобы у вас было все в одном видео, чтобы не надо было отвлекаться на какие-то другие. На Windows 11 Cloud Code. Ищем Cloud Code, переключаемся в поиск весь. Игнорируем то, что в самом начале с рекламой, и заходим по нужной ссылке. Выбираем, допустим, PowerShell, копируем, правой кнопкой запустить от администратора. Да. Вставляем Enter. Поздравляю, вы установили Cloud Code к себе на компьютер. Запускаем. Все работает. Вы установили Cloud Code. Поздравляю. А если что-то вдруг не получилось, то вам поможет более подробная инструкция на сайте. Получается, мы достаточно быстренько вот так вот глянули, как установить Cloud Code на Windows. И фактически, когда вы установите Cloud Code на Windows, то он сразу применится к PyCharm самому. То есть он здесь уже подтянется в сам терминал. Но я на что хочу обратить ваше внимание, что дальше я начал идти дальше по разработке, и в том числе мне пришлось запускать сразу большое количество агентских искусственных интеллектов. В моем случае это Cloud Code. И мне пришлось пойти по пути изоляции, что, это вот все про PyCharm и про Cloud Code внутри PyCharm, да, то есть это версия 2, я вам рассказываю мою эволюцию за 4 месяца, что я вам рекомендую делать, как настроить свое окружение. Если вы глянете вот это видео, то здесь я рассказываю, как создается отдельный work tree, где сразу каждый работает в своей папке. То есть, грубо говоря, есть
главный репозиторий, который скачивается, ну, допустим, вот это вот, допустим, главный репозиторий, в котором я работаю. Но все искусственные интеллекты, они берут и создают из него точную копию папки и кладут рядом и работают в ней, чтобы не драться за... У каждого изолированная среда. И так каждый агент, как только начинает брать какую-то работу, он создает свою отдельную папку. И получается, видите, что я-то пользовался PyCharm для того, чтобы следить, какие здесь коммиты были, какие там были файлы изменены, что застейджено как для гита, да, то есть, чтобы следить за искусственным интеллектом, я использовал PyCharm. Вот, и после того, как они начали уже работать в изолированных средах, это уже отдельные папки, отдельные проекты, это уже не здесь. И я уже утратил возможность следить за ними, то есть я уже мог следить за ними только в терминале. И какая еще сложность есть работы в терминале внутри PyCharm, что мне не понравилось и почему я ушел от PyCharm? Переезд на Linux, уход из PyCharm, да? То есть почему я ушел из PyCharm? Потому что после изоляции среды в любом случае я ничего визуально не вижу, потому что они работают в своих проектах, а переключаться сразу между 5 проектами, чтобы следить, ну это просто дикость. И что мне, допустим, здесь вот не нравится в терминале, в PyCharm, что здесь есть возможность прервать его, нажав Escape, да? Вот. А когда в PyCharm нажимаешь вот в этом терминале Escape, то Escape не срабатывает так, как он должен срабатывать внутри терминала. И поэтому вот сейчас я снимаю вам версию 2, как установить Cloud Code плагин в PyCharm 2026. Первое – это установить Cloud Code на Windows. Это вот минутное видео. И после этого, если вы еще не изолировали агентов, чтобы они работали, и если вы еще можете следить это все в одном месте, если вы там не пускаете сразу 3, 4, 5, 6 агентов, которые фигачат за вас и работают, вот, то окей. Но в любом случае я сейчас запускаю просто терминал. Беру, нажимаю Ctrl-Shift-C. Давайте я включу визуализацию кнопок, чтобы вы видели и визуализацию мышки. Я нажимаю Ctrl-Shift-C, вот, появилась визуализация. Переключаюсь на Windows, CMD или Windows PowerShell, неважно. Я пишу CD, Change Directory, сменить папку, и нажимаю «Вставить», Ctrl-V. И это путь к моему проекту. Нажимаю Enter. Все, мы уже оказались именно здесь. То есть это все равно, что я зашел в терминал, исходя изнутри PyCharm. То есть он изначально уже перебрасывал меня в папку PyCharm, в папку проекта моего, и тут я писал клауды. И вот здесь я пишу клауды. И это на самом деле... Так вот я ушел от PyCharm, и так вот я начал работать, смотреть над какими-то простыми проектами, где я могу отслеживать что-то внутри, но работать через терминал, потому что здесь срабатывает Escape, который нажат, и я могу его прервать. И вот эти вот всякие команды, которые здесь предусмотрены, они действительно работают, они не с багами. Вот. А потом развитие какое у меня пошло. Получается, мне пришлось вообще уйти еще и от Windows, уйти в Ubuntu. Почему мне пришлось перейти в Ubuntu? Потому что сервак, на котором крутится мобильное приложение, которое я строю, эффективнее всего это делать на Linux.
А CI на GitHub настроен тоже на Linux. И получается, у меня часть тестов, они, которые на Windows крутились, они просто были ложно отрицательными, они просто красными ложились и все. И поэтому мне пришлось переехать вообще в Ubuntu. И получается, я вообще вот так вот нажимаю Ctrl-Shift-4, и вот у меня Ubuntu, мой терминал появляется. И здесь я перехожу в папку, которая была настроена. Ну, видите, как чуть-чуть подтормаживает. CD меня. И вот здесь вот я уже запускаю клауды. Здесь ls.md. Так, а что это такое? Я неправильно просто написал. Я уже перепугался, что надо будет заново устанавливать клауды. Вот. Реклама. Вот из каждого утюга сейчас говорят про новую модель Fable 5. На самом деле, если вот вы возьмете Effort, я кодирую все на Extra High, и Extra High мне вообще с головы вот так вот хватает, и я еле-еле помещаюсь в свои лимиты. Если Fable 5 в 2 раза больше по лимитам, чем Cloud Opus, я не знаю, какие подписки тогда нужны. То есть я сижу на максимальной подписке, и я не представляю, то есть я простой человек, мне Fable 5 пока что еще не нужен. Я даже на Opus Max и на Opus Ultra Code никогда еще не кодил. Окей, ладно. Наверное, у меня была одна задача на Max, я решил. Там у меня возник полупрозрачный баг, который сложно было отловить. То есть вот одну задачу я выполнял на Максе, все. То есть чтобы еще мне Fable 5 включить, я не знаю. Вот, и после того, как я, получается, переехал на Linux, то я даже еще и утратил возможность, в принципе, наблюдать за проектом внутри PyCharm. Поэтому какая вот моя эволюция? Да, вначале я работал в Cloud Code и использовал терминал внутри Cloud Code. Мне это все нравилось. Потом из-за того, что здесь не срабатывали всякие там escape внутри вот этого PyCharm терминала, то мне пришлось перескочить на обычный терминал Windowsовский, менять просто папку и в ней работать с проектом. Потом после изоляции, после переезда на Linux я вообще лишен возможности где-то что-то просматривать через какую-то удобную IDE. Поэтому я надеюсь, что я вам записал повторное видео, как установить Cloud Code плагин в PyCharm, и дал мысли к размышлению, куда, может быть, развиваться, расти. Может быть, вам это будет тоже полезно. Если вам полезно было только как установить Cloud Code плагин, то это тоже есть в этом видео. Вот можно сказать в самом начале этого видео коротко, быстро, сжато, как установить Cloud Code Windows, как открыть проект в PyCharm и как работать через терминал, потому что это лучше, не глючит Cloud Code, а смотреть работать в Cloud Code в терминале, а работать в PyCharm. Вот, где-то, наверное, так. Рассказал вам эволюцию 4 месяцев. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите. Я рад, что есть большое количество... Я не ожидал, что будет столько людей, кто понимает, о чем я снимаю, и кто готов развиваться, кто готов повышать свою IT-насмотренность, чтобы создавать свой проект, чтобы менять свою жизнь. То есть я очень рад, что есть столько нас, людей. Давайте создавать наши проекты, давайте создавать
наше будущее. Сейчас происходит революция научно-техническая, и мы вот на первой волне, те, кто на пульсе, те, кто понимает, что прямо сейчас не все еще разобрались в этих инструментах, и не все еще ринулись создавать свои продукты. То есть мы можем быть среди первых. Так что добро пожаловать. Программистами будут все, и если мы начнем раньше, то у нас будет какое-то конкурентное преимущество. Так что оставайтесь умными, рад, что вы вместе с каналом. Желаю вам создавать IT-продукты миллионники, миллиардники, единороги в долларе. Все, всех благ, пусть все получается.